Овны, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таро-прогноз на декабрь 2023 года. Завершаем с вами годовой цикл. Посмотрим, чем же вас порадует этот удивительный месяц и с какими энергиями вы войдете в следующий год. Помогут мне сегодня в этом Ленорман «Зима в Париже», а также Таро «1001 жизнь». Поэтому мы с вами приступаем. Общие энергии месяца, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Арканы перед вами. Надеюсь, вам они хорошо видны. Мы с вами приступим. Итак, общие энергии месяца. У вас здесь ложится король пентаклей. Это карта стабильности, карта структуры, накоплений, мыслей о стабильности, о будущем, о финансовой свободе и безопасности. Безусловно, аркан у нас указывает на личность, на человека. Это взаимодействие с мужчиной земной стихии, Телец, Дева или Козерог. Иногда аркан может выступать сигнификатором вашего супруга или вашего гражданского мужа, с которым вы сожительствуете. Но в любом случае это акцент на приобретение материального, на вложение, на какие-либо инвестиции или накопления, которые вам позволят себя ощущать финансово свободнее. Конечно, карта многогранна, и она может отозваться в любой из сфер жизни. Поэтому я дотяну, посмотрю, о чем же здесь конкретно идет речь. И здесь у нас дополнительным арканом идет двойка мечей. Двойка мечей у нас указывает о ситуации закрытия долгов, кредитов, каких-либо финансовых обязательств. Причем это справедливо будет как по отношению к вам, так и кто-то вам может вернуть долг или завершить свои финансовые обязательства. Еще эта карта указывает о завершении каких-либо выплат. То есть если вы получали частично сумму гранта, может быть пенсии, стипендии, какие-то дотации, то сейчас эти выплаты могут прекратиться. Поэтому карты вам здесь указывают и говорят о том, чтобы вы накапливали ресурс. То есть здесь не транжирили деньги, а наоборот стремились к тому, чтобы что-то отложить, накопить и использовать себе эти финансовые блага. Кто-то может сказать, что здесь как отречься, закрыться от взаимодействия с человеком земной стихии, Телец, Дева или Козерог. Вполне может быть такая ситуация, но это не значит, что отыграется для каждого из вас. В любом случае помните, что расклад у нас общий, не индивидуальный, поэтому если вам необходимо, смотрите, сопоставляйте с раскладами по асценденту и делайте выводы, какой из них резонирует в большей степени. Но это актуально только для тех, у кого асцендент и солнечный знак, конечно, являются разными. Поэтому смотрите, сопоставляйте, и тогда вы сможете понять, что для вас резонирует в большей степени. А мы смотрим с вами вопросы карьеры, работы и бизнеса. И у нас здесь ложится аркан справедливость. Сама по себе карта указывает на энергии завершающих процессов. То есть кто-то может подавать декларации, кто-то там закрывать какие-то отчеты. Оно и понятно, конец года. У некоторых могут быть как плановые, так и внеплановые проверки. Плюс, помимо всего прочего, это могут быть какие-то дополнительные экзамены, верификация, аккредитация, то есть срез ваших знаний, вашей компетенции и уровня вашего профессионализма. Конечно, эта карта для каждого из вас отыграется по-разному, потому что кто-то работает, кто-то нет. Поэтому давайте ее раскрывать и анализировать, что же ожидает вас. Для тех, кто у нас сейчас не работает, а именно... Это у нас мамы в декрете, пенсионеры, неработающие студенты. То по восьмерке жезлов в связке с правосудием это дистанционные выплаты, то есть от государства, те, которые вам положены. Но я здесь не вижу, чтобы вы для себя нашли новый дополнительный источник дохода. Здесь пока этого нет. И не то, чтобы вашего стремления к этому нет. Ваши ресурсы будут направлены, ваша энергия в совершенно иное русло. Для тех же, кто у нас является соискателем, справедливость и паш чаш говорят о положительных известиях, а именно о ситуации, когда могут одобрить вашу кандидатуру на ту либо иную вакансию. Более того, по этим картам это как по знакомству, по чьей-то протекции вас могут взять на работу. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником,
справедливость и девятка монет. Это как вопрос перерасчета. Это может быть и 13-я заработная плата, и бонусы, и премиальные, и может быть для кого-то просто увеличение оклада за вашу хорошую работу, за ваш вклад в развитие фирмы или компании. Поэтому здесь это, знаете, как оценить вас по достоинству, по заслугам. И карта показывает на ситуацию, что для вас это будет выражено в материальном аспекте, в благоприятном для вас. Если же вы у нас владелец собственного дела, то справедливость и королева мечей. Это может быть консультирование с юристами, нотариусами, как вашими штатными, так и, допустим, лица, которые привлечены извне, с целью обойти какие-то нормы, ГОСТы, законы, чтобы себя в чем-то обезопасить и подстраховать. В особенности, если вы понимаете, что в чем-то некорректно вели дела, так, или, может быть, у кого-то двойная бухгалтерия, поэтому здесь как исправлять эти моменты, чтобы не быть пойманным за руку. Если анализировать финансовую сторону вопроса, у вас здесь ложится тройка жезлов. Это всегда карта новых возможностей, увеличения дохода, ваших ресурсов. Более того, вы смотрите и видите перспективу. Поэтому, как говорят арканы, здесь расширение ваших перспектив, ваших возможностей. Это финансовая свобода, это новые источники дохода. Или в целом, если вы работаете просто на одном предприятии, на одной фирме, вас оценят по достоинству, и вы, конечно же, будете получать больше. Некоторые из вас, не всегда, но тем не менее, могут здесь совмещать несколько вакансий, несколько работ, и тем самым получать значительно больше. Допустим, вы можете работать на 2 фирмы, на несколько предприятий одновременно. Если анализировать вопросы здоровья, у вас здесь ложится 4 жезлов. Прекрасный аркан, потому что это карта стабильности, структуры, это крепкий иммунитет, это хорошее самочувствие, и ментальное, и физическое, и психоэмоциональное. Но и есть одно но. 4 жезлов говорит о том, чтобы вы сами позаботились о своей стабильности, а именно обратили внимание на опорно-двигательный аппарат, на эластичность ваших связок, ваших суставов, их подвижность. Поэтому многим может понадобиться дополнительно гимнастика или больше физических нагрузок, массажи. Кто-то, может быть, по рекомендации врача будет применять носку корсетов или еще каких-то дополнительных средств. То, что будет держать ваш мышечный торс в тонусе, и как следствие способствовать улучшению вашего самочувствия, в особенности, если у вас есть какие-то проблемы со спиной. Это акцент на то, что нужно не откладывать, а заняться этим вопросом. Оценивая личную жизнь, мы здесь видим карту 6 чаш. Карта ностальгии, карта эмоций, карта воспоминаний. Для некоторых из вас это может быть идти восстановление отношений с прошлого или сама по себе ситуация, когда кто-то из прошлого даст о себе знать. Помимо всего прочего, некоторые будут пытаться устранить конфликты, какие-то недочеты во взаимоотношениях. Ну а кто-то действительно окунется в ностальгические моменты и может пересматривать ваши партнерские фото, может быть, видео, или посещать те места, в которых вы проводили хорошо время вместе, и отправиться в те места, потому что 6 чаш – это напитаться теми положительными эмоциями, которые вы испытывали ранее. Посмотрим, о чем будет говорить аркан для каждого из вас. Анализируем ситуацию для тех, кто у нас свободен. 6 чаш и 5 мечей – это может быть ситуация сожаления о том, что вы с кем-то отношения разорвали. Может быть, не подумав, на эмоциях, на страстях. То есть это все-таки воспоминания, когда плохое забывается, вспоминается только хорошее и идет, знаете, как укоры совести. Помимо всего прочего, аркан Звезда говорит о ваших надеждах относительно того, чтобы эти отношения восстановить. Будут ли такие перспективы? По рыцарю жезлов ваша эмоциональность, именно страсть, сделать все по-своему, она возьмет верх. То есть или вы по отношению к кому-то будете здесь проявляться, или кто-то может проявиться по отношению к вам. Если же вы у нас в любовных треугольниках, что же у вас здесь? Здесь 5 монет говорит о ситуации кризиса, о понимании того, что ваши отношения зашли в тупик. И, к сожалению, так как раньше уже не будет. Несмотря на то, что вы пытаетесь приложить максимум усилий для стабилизации ситуации, для того, чтобы пробудить эти эмоции, то есть найти подход друг к другу, найти какой-то компромисс. Но 5 монет вам говорит о ситуации, что здесь, по сути, время уже упущено, утрачено.
И налаживать ничего как бы нет смысла. Здесь есть только, знаете, как посыл. Если ты хочешь стабильной какой-то жизни, которая действительно тебя будет радовать, то вот из этого любовного треугольника нужно будет выходить, потому что ситуация здесь останется неизменной, вас она устраивать не будет. Даже дотягиваю аркан, здесь ложится у нас туз мечей. Это расставить точки над «и» и решить для себя какие-то проблемные моменты. То есть поговорить с человеком, выяснить ситуацию, все обсудить. Если смотреть личную жизнь для тех, кто у нас находится в стабильных союзах, что у вас здесь? У вас здесь совет да любовь. Тишь, гладь и благодать, потому что двойка чаш – это единение, это, знаете, как вспомнить какие-то приятные моменты, это больше времени проводить с семьей, с вашим партнером или партнершей. Это еще раз, знаете, может быть в особенности, если вы находитесь там далеко от дома или от ваших близких, это воссоздать атмосферу уюта, комфорта, так как у вас было там, в вашем родительском доме или, может быть, в вашем доме, где вы ранее проживали. То есть это напитаться этими благоприятными, позитивными эмоциями, как окунуться в какую-то ностальгию. И, конечно же, это благоприятно будет сказываться на вашем партнерстве. Смотрим для вас рекомендации. У вас здесь ложится аркан двойка монет. Карта, которая говорит о том, что вы будете лавировать в течение этого месяца между работой, личной жизнью, вашими хобби и рядом других бытовых задач. То есть, по сути, это такая вот позиция по карте «успеть все». Но вместе с тем аркан вам говорит и вас призывает, что если что-то не клеится, не ладится, или вы не успеваете, не отчаивайтесь. Вам удастся лавировать, адаптироваться к изменениям и с легкостью решать любые вопросы и проблемы. Если посмотреть в целом на завершающий месяц года, он у вас наиболее значимым будет в сфере бизнеса, карьеры и работы. То есть это основная ниша, на которую вам необходимо сделать акцент, чтобы получить максимальную выгоду от ваших усилий. Поэтому здесь действительно это такая тема номер один. Посмотрим с вами неожиданность периода. Итак, звезды, женщина, аист и дно колоды совы. Вот посмотрите даже на эти картинки, на эти карты. Вот видите, как партнерство в своем гнезде, наблюдать за ситуацией, наслаждаться моментом, ловить момент, быть рядом со своими близкими, со своими родственниками, поддерживать контакты с вашими родителями, потому что совы — это также наши близкие, наши домочадцы, наши родственники. И действительно, это как ловить момент, наслаждаться этим моментом. Тем более, что звезды, женщина и аист — это строят далеко идущие перспективы. Это какие-то грандиозные планы, которые вы собираетесь воплотить. Плюс для некоторых из вас это может быть неожиданный приезд мамы, у кого-то тещи, сестры, свекрови, потому что эти карты показывают на ситуацию, что, знаете, как приезд женщины, которая вас порадует, воодушевит. Опять же, приятные новости издалека, от вашей знакомой или от вашей родственницы. Для девушек, которые планировали здесь зачатие, деторождение, опять же, благоприятный месяц, который может вам принести положительную весточку. Поэтому месяц у вас действительно со знаком плюс. Мы с вами закроем это в таком ключе, чтобы так и оставалось, чтобы были только положительные эмоции. Вы, пожалуйста, напишите по прошествии периода, как для вас отыграется эта информация, будут ли резонировать с вами арканы. Мне будет приятно почитать. И такая небольшая просьба к вам, как оставить комментарии, в каком формате вы хотели бы годовой расклад. То есть это формат так, как был ранее, или же это формат 12 домов, потому что мнения разделились. Мне будет интересно как бы провести статистику и понять, что же для вас наиболее важно и значимо. Вот такой месяц, очень насыщенный, эмоционально, позитивный. Благоприятными событиями он окрашен, поэтому пусть так и будет. Я вам искренне из души этого желаю. И до новых встреч!